Вопрос только времени. Пока время есть, используйте его с удовольствием. Это ваше время, а не чье-то чужое. Вот. Четвертую стадию рака обычно называют терминальной, когда лечение назначается уже только паллиативное. Еще труднее ситуация, если это такой агрессивный и трудно поддающийся терапии рак, как опухоль поджелудочной железы. Средняя выживаемость от нескольких месяцев до года. Основная цель лечения – облегчение симптомов и продление жизни. Это может включать химиотерапию, обезболивающую и поддерживающую терапию. Стандартная схема, от которой наши специалисты стараются не отходить ни на шаг. Ваня узнал о четвертой стадии рака 2 года назад. И ровно год проходил все возможные варианты лечения в России. Говорят, что рак дает о себе знать лишь на поздних стадиях, но Иван не испытывал никаких серьезных проблем со здоровьем. Не было явных симптомов, кроме легкой потливости по ночам и периодического дискомфорта в боку. Активный образ жизни, работа, занятия спортом. Регулярно сдавал анализы, которые тоже были в пределах нормы. Комплексное обследование, УЗИ, за несколько месяцев до постановки диагноза не выявили никаких проблем. В середине марта Ваня понял, с его организмом что-то не так, ждать не нужно, и отправился к терапевту. На УЗИ в этот раз образование увидели, тогда оно было уже довольно крупных размеров. Отдаленных метастазов на тот момент не обнаруживали, стадию поставили 2Б. Ивану назначили курсы химиотерапии, однако рак на химию не среагировал. Онкомаркеры выросли, увеличивалась и сама опухоль. Тогда было решено делать операцию методом да Винчи. Хирурги справились с этой труднейшей задачей профессионально. В ходе хирургического вмешательства были обнаружены дополнительные пораженные лимфоузлы, в сумме больше 4, что автоматически меняло стадию на 3. Однако на тот момент врачи еще не знали, что диагностика упустила новообразование в печени, иначе оперировать просто не решились бы. О 4 стадии и отдаленных метастазах Ваня узнал уже позже, когда обратился за повторным индивидуальным рассмотрением всех имеющихся снимков. Восстановление после операции, новая химия. Спустя несколько месяцев контрольное обследование показало, что метастазы в печени увеличиваются. Учитывая то, что отечественные препараты дали ухудшение, Ивану назначают терапию зарубежными лекарствами. Поначалу наблюдался хороший ответ, но действовала химия недолго. Еще через 2 месяца началось резкое прогрессирование. Дома варианты лечения были исчерпаны. Спустя ровно год после начала лечения Иван был вынужден искать варианты за границей. Разработкой новых препаратов занимаются в основном в Штатах, однако принимать участие в экспериментальном лечении негражданам Америки непосильно дорого. Однако Ваня нашел вариант лечения вакциной в Китае и 5 месяцев назад закончил участие в первом этапе экспериментального лечения 10 вакцинами от рака поджелудочной железы. Могу поздравить всех тех людей, которые влипли, как и я. Если лечение будет таким же непринужденным, без побочных эффектов, которые вызывает химиотерапия, то, наверное, это будет прорыв. Нельзя сказать, что эффекта от лечения не было. Частичный ответ на вакцину врачи зафиксировали и решили, что можно попробовать сделать еще один вариант вакцины, персонифицированный на основе дополнительных анализов. Увы, она не сработала. Тогда Ваня вернулся домой и прошел новые тесты, которые могли бы указать, подходит ли он для лечения КАР-Т-терапией. Результаты анализов порадовали. Очень высокий процент экспрессии, более 70%. По этим результатам Ваня подходил для такого лечения. И лишь спустя 2 месяца, когда в Китае провели повторное исследование, выяснилось, что столичная больница сделала огромную ошибку. Результаты анализов оказались категорически неправильными. КАР-Т-терапия Ване не подходила. Но для него и это было не поводом опускать руки. Ване удалось попасть в новое закрытое исследование. Для этого ему необходимо было сдать ряд уникальных тестов. Благодаря своей настойчивости ему удалось это сделать, и он стал первым пациентом в России, который сдал анализ на группу гистосовместимости, и сейчас он в Китае. Результаты лечения и терапии оказались просто невероятными. Впервые за год ранее зашкаливающие онкомаркеры снизились в 3 раза. Это отличный показатель, который говорит о том, что терапия действует, и она очень эффективна. Ваня чувствует себя прекрасно и готов бороться дальше. За 2 года лечения Иван прошел огромный путь, посетил другие страны, множество городов, консультировался с десятками специалистов, изучил массу информации о своей болезни и ни на минуту не останавливался, чтобы смириться. Он совершил невозможное, чтобы доказать:
Всегда есть шанс, и кто ищет, тот обязательно найдет. Судя по маркерам, это очень круто, невероятно. То есть я сегодня получил поздравления от китайских врачей, от наших российских врачей, которые это увидели. Это дает надежду. Это говорит о том, что, возможно, у меня появилось то самое время, которое было необходимо, чтобы продвинуться дальше.